Каждая женщина весьма щепетильно относится к вопросу своей внешности. Конечно, одни немного помешаны на этом и никогда не забывают о макияже, укладке и многочисленном количестве нанесенных кремиков, другие же к таким вопросам более равнодушны. Но в любом случае прослыть красивой дамой не прочь абсолютно любая дама. И сложно даже представить, что кто-то зарабатывает себе на жизнь благодаря своему уродству. Но так есть. И тяжелая судьба Мэри Энн Вебстер тому пример. Она была настоящей красавицей, но жизнь перевернула все на 180 градусов, и из очаровательной леди Мэри стала участницей шоу уродов, над которой долгое время смеялись. Как же так произошло? Вообще детство и юность Мэри мало чем могло удивить читателя. Она родилась в достаточно бедной многодетной семье, рано начала подрабатывать медсестрой из-за постоянной нехватки средств. Жила девушка как все, мечтая о прекрасном принце, счастливом замужестве и детях. И, казалось бы, судьба ей улыбается и исполняет все пожелания. В скором времени Вебстер встретила будущего мужа, положительного флориста Томаса Бивана, от которого родила 4 детей. И пускай жили они небогато, но Мэри была и правда счастлива, ведь она была любима. Все портило лишь ухудшающееся здоровье женщины. Сначала она начала страдать головной болью. Начиная с кратковременных приступов, боль перешла в разряд долгоиграющей мигрени, которая вовсе не хотела отступать. Денег на врача в семье не было, поэтому Мэри лечилась тем, что было под рукой. Вот только ее волновал тот факт, что как-то вроде меняется ее внешность. Лицо будто бы стало крупнее, нос больше. На усталость и физическое недомогание свалить такие изменения было уже нельзя. Симпатичная Мэри менялась на глазах. Все больше она походила на мужчину. Без поддержки мужа неизвестно, как вела себя бы Вебстер, мужчина поддерживал любимую супругу до последнего. Однако, к сожалению, он погиб, оставив Мэри одну с 4 детьми. Больная, лишившаяся своей красоты и верного плеча рядом, женщина решилась на то, что долго откладывала в долгий ящик, поход к врачу. И именно от него она узнала, что у нее достаточно редкое гормональное заболевание под названием акромегалия. К большому сожалению, даже на сегодняшний момент болезнь считается неизлечимой, и единственное, чем могут помочь врачи, вогнать организм в некую стадию ремиссии. Ну а в конце 19, начале 20 века о таком, конечно, и думать не могли. Мэри все больше и больше менялась. Сталкиваясь с человеческой жестокостью, на нее тыкали пальцем, обзывали и глазели на улицах. На приличную работу женщину не брали, поэтому выход у нее был один – зарабатывать при помощи своей новой внешности. В то время в Лондоне проходил конкурс на самую уродливую женщину. И да, это было грубо, унизительно, но ничего иного Мэри для себя не видела. Она решила там участвовать и стала победительницей. К удивлению Мэри, эта победа стала для нее шансом начать новую жизнь. Не самую престижную, но зато с неплохим доходом. Женщина стала выступать в различных шоу, про нее начали появляться статьи в прессе. Более того, ее пригласили участвовать в очень известное шоу уродов, которое собирало огромные залы с восторженной публикой, желающей посмотреть на самых настоящих фриков. Сложно себе представить. Каждый день выставлять себя посмешищем, скорее всего, было трудно. А потом это выработалось в привычку. Ведь Мэри прекрасно осознавала, для чего она это делает, чтобы прокормить своих детей. Все ее дети ни в чем не нуждались, да и сама женщина слала отличной матерью, которая обеспечивает их всем, что им только нужно. К большому сожалению, из-за болезни Мэри умерла в 59 лет, однако она стала примером преданной матери, которая готова на все ради своих детей, даже на ежедневные унижения. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.